Всем привет! Продолжаем шить сумку. Длина у меня получилась 60 сантиметров и ширина 32 сантиметра. Но перемерив, я решила, что мне сумка нужна чуть поменьше. И сейчас вот этот излишек 6 сантиметров я срежу. Он мне пригодится в другом деле. Складываем пополам сумку. Я вырезала вот такие шаблончики. Делаем уголочки 4 на 3. Дно у нас будет 6 сантиметров. Отмечаем. Вырезаем. И здесь то же самое. И сверху то же самое вырезаем. Теперь надо выкроить точно такого же размера подкладку и выбрать замочек по цвету. Вот выбираем. У меня темный, средний цвет и вот светло-синий. Все цвета сюда подходят. Вот этот поярче уберем его. Вот этот самый хорошо подходит сюда. Будем его использовать. А теперь определяемся, где у нас будет открываться замок. Каким образом? Или отсюда, или отсюда. Я буду носить на правом плече. Я кладу вот так. Замок лицом к лицу. И сюда же прикладываю подкладочную ткань. Тоже лицом к лицу. И прошиваю. Я прошила. Вот так у меня получилось. Отпарила уже. И теперь делаем отстрочку здесь, чтобы наш подклад не мешался. Я отстрочила. А теперь делаем то же самое с другой стороной. Прикладываем теперь лицом к лицу заготовку и молнию. Совмещаем здесь боковые срезы. Подкладочную ткань прикладываем с другой стороны, лицевой стороной вниз. Прошиваем, а затем отворачиваем и прострачиваем. Я пришила замок. Он у меня разъемный. Прежде чем сшивать углы на подкладе и на сумке на самой, надо определиться, будет ли у нас карман внутри и снаружи. Я выкроила вот такой карман, он будет снаружи у меня. А как я его буду пришивать? Вот так. Неохота мне закрывать вот этот рисунок, поэтому где-то вот так я его положу, прошью, отверну и прошью по контуру. Вот так кармашек выглядит. Он такой вместительный, функциональный. Люблю много карманов, и когда они функциональные. Теперь определяемся с карманом внутри. Я выкроила вот такой карман. Если бы здесь не было клепок, я бы его отпорола и пришила вот с 3 сторон. Но здесь клепки. И мне пришлось выкроить вот так, по сантиметру, где-то 1,5 по периметру. Сейчас я определюсь, где он будет находиться. Ну, скорее всего, вот так он и будет. Вот здесь дно будет. Тоже вместительный кармашек. Вниз я обязательно продублирую вот здесь с изнанки плотной тканью. Или такую возьму.
Видите, у меня остатки не хватило на кармашек. Здесь буду пришивать зигзагом. Такой получился кармашек. Здесь все продублировала. Вот видите, загнула здесь нечаянно. Хотя закалывала я. Лишнее срезаем. Теперь мне надо сшить вот эти две стороны. Сейчас вот так скалю. И с изнанки прошью. Я прошила сумку по бокам. Выстригала все вот по периметру, по всему 0,5 сантиметров, сантиметр где-то. Уплотнитель этот со всех сторон, чтобы проще мне было прошивать. Сшила уголки. Затем на подкладе то же самое я прошила бока. Вот в одном боку я оставила отверстие, чтобы выворачивать потом сумку. Дно прошила и уголки прошила. Теперь осталось нам вот это место. Но сюда я буду вставлять сейчас вот такие пряжки. Я их сшила. С рамочкой сделала. Потому что ручка у меня не длинная получилась. Не такой длинной, как мне надо. Поэтому я сшила вот эти вот пряжечки. Не пряжечки, как их назвать. И буду вставлять внутрь сюда сейчас и закалывать. Уголок вот этот делать. Сейчас покажу. Ручку я сшила 2,5 сантиметра шириной. Показываю вот здесь. Вот для удобства я сшила с одной стороны и с другой молнию, чтобы она не расходилась. Очень сложный вот здесь узел получается. Сюда я вставлю вот это, выровнять надо по центру. Пока временно вот так делаю. И здесь вот этот уголок то же самое, весь сюда скалываю вместе вот с тем уголком и прошиваю. И здесь то же самое. И этот уголок, и этот уголок складываем, прошиваем, лишнее отрезаем. Не забывайте молнию оставить открытой, иначе потом не вывернете. Совмещаем вот здесь по центру, чтобы у нас все шло. И здесь шов и молния по центру. И прошиваем. Вот видите, чуть не забыла вот эту ставить штучку. Вставляем вовнутрь. Любой стороной она одинаковая. Выравниваем здесь. И все по новой. Надеюсь, что у меня прошьет машинка. Ну что, самые сложные узлы пройдены. Здесь помогала, вручную крутила машинку. Обрезаем все лишнее. И выворачиваем. Отверстие небольшое. Сейчас постараюсь аккуратно вывернуть. Вот такая получается сумка. Сложнее всего было вывернуть мне эту сумку. Отверстие небольшое. Ну, кое-как справилась я. Ну все, моя сумка готова. Пришила я ручки. Зигзагом обработала. Ну что, теперь наполняем. Наполняем. Так. И бутылку с водой. Все помещается. Здесь карман вместительный. Я результатом довольна.
Мне очень понравилась эта сумка. Она такая небольшая, но объемная. Карман функциональный сзади. А спереди игрушечный. Вот такая сумка. Напишите, что вы шьете сейчас. Девчонки, напишите, кто откуда смотрит мой канал, с каких сел, городов. Мне очень интересно. Друзья, в это непростое время поддержите нас, блогеров, своими комментариями, лайками, подписками. А кто хочет и материально может поддержать. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи.